Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о планшете Xiaomi Mi Pad 6 Pro. Насколько круто, что у него 8 плюс Gen 1, здесь предпоследний снэпдрэгговский процессор на сегодняшний день. Насколько он лучше яблок, всяких OnePlus и всего остального, вы узнаете в ролике. Но сейчас я начну довольно просто. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, знаете, вы очень сильно поможете проекту. Какие у него плюшки? 144 Гц экран. Круто. Яркости для IPS-матрицы шима здесь нет, и это плюс. А вот минус то, что здесь IPS-матрица, яркости в принципе достаточно. А лучше ли он своих конкурентов, вы узнаете в ролике, но сходу. Я его уже гонял на Твиче, запись на Польза.нет Live. В описании можете найти, как он себя повел с одновременным стримингом и игрой в PUBG. Спойлер. Все не очень хорошо, яркость он сбрасывал почти в 2 раза. И это печально, потому что ее тогда уже начинает не хватать. Понятно, что планшеты покупаются не для игр, а с другой стороны для чего? Если говорить о камере, здесь мало того, что здесь 4К 60 FPS у основного модуля. Можно снимать в 50 мегапикселях, но для этого нужно включать отдельный режим. Но матрица в том, что они молодцы. Они скопировали технологию субтитров прямо в стоковой камере, как и у Vivo. Бренда BBK есть эта штука, что ты можешь записывать и одновременно читать то, что у тебя написано на экране. И таких мелочей, их очень много в этом устройстве. Направленный микрофон в наличии. Сразу, чтобы вы не думали, что это какой-то там супер попсовый ролик. Здесь нет вибро, здесь нет NFC. NFC модуль нужен не только для оплаты, а, допустим, для подключения соневских беспроводных наушников, и не только их. Все устройства с NFC-меткой подключаются быстрее, если это реализовано программно. Если говорить о том, что здесь еще отсутствует, это нельзя расширить картой памяти ничего, ее здесь не запихать. Варианта с симкой нет, глобальной версии на данный момент нет, то есть если вы будете покупать китайскую, вам нужно будет либо программами какими-то через костыли это дело переводить, я не советую. И следующий вопрос, это, разумеется, актуальность. Вы должны четко понимать, что рынок планшетов на таком же дне, как и рынок ноутбуков. Поэтому вы видите все время, если вы следите за рынком, как часто идет ценопад. То есть то одно устройство супер дешево, то другое устройство супер дешево, то третье. И все это чаще всего в двух категориях. Планшеты и ноутбуки. Почему? Потому что эту штуку, если вы купите, логично, что вы не будете планировать ее поменять на следующий год. Только в одном случае, если это будет IPS. Но это IPS. Если это будет OLED-овский экран, к слову, у меня недавно был обзор на OLED-овский планшет от Lenovo. Он был супер дорогим, 2 года назад его начали продавать на 870, я в конце об этом тоже скажу. Сейчас он в адекватный ценник, и от него есть вау-эффект. От этой штуки, к сожалению, вау-эффекта нет. Здесь классные динамики, здесь, в принципе, реализовано все отлично в плане даже фронталки, у нее просто космический угол. Здесь отличный отклик, об этом всем вы узнаете в ролике, правильно? Всем, кто реально планирует приобрести планшет, напишите, пожалуйста, в комментах, на что вы смотрите, потому что есть, опять же, OnePlus, на который я планирую делать обзор, OnePlus Pad. Есть яблоки, которые я всегда советую, если вы не хотите думать, идете покупаете яблочное устройство. Если у вас смартфон Samsung, и у вас очень много денег, но вы четко знаете, что вы потом планшет не будете продавать, можете пойти купить Samsung. Золотая середина очень часто Huawei, но без Google сервисов для меня лично это атовизм и больше издевательство над пользователем. Хотя для большинства гуглы вроде бы и не нужны. Опять же, со слов. Если бы я купил Huawei, я бы вам также рассказывал, как пользователь, что ну чего, можно и без них. Можно вообще без экрана у планшета. Не знаю, ну каждый по-своему смотрит. И в целом планшет классный, мне понравился. Смотрим. Поставляется данный планшет в белой коробке с названием и краткими характеристиками модели. Также я дополнительно заказал чехол-книжку. По качеству он неплохой, но он китайский, это не оригинальный чехол. Стоил копейки, почему бы не взять, правильно? Упаковано все отлично и надежно. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на неплохие 67 Вт, но с китайской вилкой, так как у меня планшет в китайской версии. Габариты планшета 253 на 165 на 7 мм. Весит он 490 граммов. И летим дальше. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на этот канал с колоколом. Знаете, вы этим очень сильно поможете проекту. Подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, к слову, на Али скоро распродажа, уже 12 числа. Перейдем же к планшету. Полетели. Приобрести девайс можно в серой, голубой и золотистой расцветке. Дизайн планшета не сильно изменился от прошлых моделей, но плюс за то, что блок камер сделали
сделали как в 13-й линейке смартфонов Xiaomi. Корпус матовый и выполнен он из металла. Качество сборки хорошее, за что плюс, как и материалы, которые тактильно приятные. В руках держать планшет удобно, печатать в вертикальном положении планшета можно, но не всегда удобно. Грани прямые, но ладони не натирают. Тыльная часть не маркая, отпечатков пальцев на ней практически не видно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1 с поддержкой функции DisplayPort Alt Mode. 4 микрофона, 4 стереодинамика с Dolby Atmos. Звучание приятное, громкости достаточно. Но хуже, чем у флагманов от Apple и даже хуже, чем у OnePlus-овского планшета, который у меня на руках. И когда я сам вам буду говорить, что OnePlus-овский планшет на 25% дороже, это да, но если поискать платформы чуть-чуть другие, а не каким мы привыкли, или подождать распродаж, ценники у них плюс-минус одинаковые, что у Mi Pad 6 Pro, что у OnePlus. Предустановки звучания на борту, как и кастомный эквалайзер. Аудиокодеков на борту достаточно, основные, разумеется, есть. Вибромотора, к сожалению, нет, как и нет мини-джека и нет ИК-порта, что, в принципе, стандартно. Хотя мини-джек могли бы установить. Планшет поддерживает клавиатуру Smart Touch с тачпадом и стилусом, который имеет 4096 уровней чувствительности к давлению. Клавиатуру я дополнительно не стал покупать, потому что не вижу в ней смысла, а вот стилус приобрел в использовании. Он удобный, крепится к торцу планшета. Ко всему можно, разумеется, настроить его работу, как и работу клавиатуры в настройках на планшете. К слову, у них уже два поколения стилуса есть. Xiaomi Mi Pad 6 Pro оснащен IPS-дисплеем. Да, мы все мечтали о AMOLED, но вот так. Он на 11 дюймов здесь с разрешением 2880 на 1800 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 3 версии. Разумеется, экран идет без защитной пленки. Рамки у экрана небольшие. Mi Pad 6 Pro поддерживает Dolby Vision, HDR10 и MEMC. Экран имеет широкую цветовую гамму DCI-P3, сертификацию TUV, Rainland Low Blue Light и режим защиты от глаз. Плотность пикселей 309 ppi, и это неплохо, и яркость 525 люксов. При прямом попадании света на экран, к примеру, на улице, яркости может не хватать, но в целом пользоваться планшетом можно. Автояркость работает отлично и быстро, частота обновления экрана максимум 144 Гц с автоматическим режимом, также на выбор есть 90 и 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего не показал, но в целом экран в плане отклика хороший. Мультитач есть, и на 10 касаний экран откликается, но плохо. Экран для повседневного использования отличный, цвета передаются хорошо, картинка в меру насыщенная. Под углом картинка не становится сильно тусклой, за что плюс, но как и для всех IPS-матриц, повторяюсь, не хватает яркости. В настройках есть функция для персонализации экрана под свои предпочтения, можно отрегулировать цветовую температуру, персонализировать интерфейс, а также воспользоваться PC-режимом и разделением экрана. Можно разделять на две части, открывать приложение поверх другого приложения, можно комбинировать до 4 приложений одновременно. Также есть удобная функция обмен информацией между приложениями, к примеру, можно перетаскивать текст. Разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица и даже сканером отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, как у Apple планшетов. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и хорошо, но, что неудивительно для Xiaomi, можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Биометрические данные можно завести до 2 лиц, одно лицо можно тоже 2 раза внести, допустим, с очками и без. Срабатывает распознавание лиц корректно, даже под небольшими углами, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Процессор здесь установлен, разумеется, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него, как вы знаете, 3,2 ГГц, обвес здесь графический процессор Adreno 730, стандартный для 8 Plus Gen 1 интерфейс MIUI Pad 14 на базе Android 13 версии, интерфейс доступен на английском языке, русского нет. Когда появится глобалка, возможно, на китайскую версию можно будет ее накатить, пока информации нет. Есть программа по переводу, которую можно скачать, но я не рекомендую ими пользоваться, потому что все это потом может выйти вам боком. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно, микрофон отрабатывает отлично, звучание четкое и хорошее. Bluetooth версии 5.3, NFC, разумеется, не поддерживается, GPS отсутствует, емкость аккумулятора 8600 мАч. Xiaomi Mi Pad 6 Pro поддерживает быструю зарядку на 67 Вт и технологию Quick Charge Plus и Power Delivery версии 3.0. Заряжается от 0 до 15% от родного адаптера питания за 12 минут, от 0 до 75% за 1 час, от 0 до сотки за 1 час 20 минут. Поедает за час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi у меня 4% заряда. В играх с одновременным стримингом на Twitch в 720p за 1 час уходит у меня 25%. И это неплохая история, хотя яркость он сбрасывал. Кому интересно, на лайв-канале посмотрите, как он прошел тест. У него были моменты, когда он не вытягивал стрим, а в 720p, по идее, он с этим процессором должен это делать легко. В целом, в 1080p у меня планшет отказывался на Twitch стримить в линию. Это значит без использования компьютера, а
прямо с программой. И это плохой показатель. Играть некомфортно не только из-за габаритов, из-за сброса яркости практически в 2 раза, и из-за того, что сам планшет неплохо так нагревался. По остальным моментам планшет показал себя в играх достойно, притом я всегда тестирую все устройства без чехла под кондиционером. То есть в максимально комфортных условиях он себя проявил не очень хорошо, скажем прямо. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 339 гипсов минимально, максимально 438 гипсов и в среднем 424 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 1709, в мультикоре 4369. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 1022, Wildlife Stress Test 10266, Wildlife Extreme Stress Test 2768, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu планшет выдал достойный результат в 1 232 000 попугаев. Storage Test показал отличный для этого типа памяти 77 974 балла. На холодную 30-минутный стресс-тест прошел довольно хорошо. В тыльной части здесь расположили основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, LED-вспышкой и автофокусировкой, плюс есть датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, что очень круто. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей IMX596, как и в Xiaomi Mi Pad 5 Pro на 12 дюймов. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 FPS, различных режимов и вспомогательных функций на борту достаточно, качество фото и видеосъемки для планшета хорошее, удобно, что у фронталки такой широкий угол обзора. Короткие примеры вы сейчас увидите. Как ни круто это не звучит, 4К 60 FPS, и это основная камера Xiaomi Mi Pad 6 Pro. И я вам скажу, что днем она снимает даже очень-таки неплохо. Максимум X6, разумеется, бесполезная. Но если опять же упереться рогом, как говорится, и пытаться снимать какие-то объекты, не двигаясь, вот сейчас вы можете видеть, как это все будет выглядеть. Рассеянный свет довольно противный для зрения, но менее противный для камеры, чем прямые солнечные лучи. Картинка чуть-чуть дергается, но у меня такое ощущение, что вы этого не увидите. Если не увидите, то значит обрабатывается все хорошо. Проц должен вывозить однозначно. И немного фронталки 1080p 60 fps, не намного она хуже, чем Xiaomi 13 Ultra, если не сказать, что лучше. Вот так вы сможете себя при необходимости снимать. Точнее, не при необходимости, а скорее всего, таким образом вы будете общаться по видеосвязи, плюс-минус. Пишем, как вам камера. Ну, хотя бы улучшалок нет, да? Пусть даже пересвета, но с другой стороны, а какая здесь еще может быть картинка при таком освещении противненьком, прямо скажем. Что, не ожидали примера в лифте, а он есть. Вот так, если вы с какой-то непонятной мне причине решите пойти в лифт с планшетом, конечно, обрезка по полной программе, но заметьте, относительно даже всяких флагманов, которые я тестирую примерно так же, устройство снимает очень даже достойно на основную камеру 4К 60 fps, даже в лифте. Ну а если говорить о фронталке 1080p 60 fps, те же мракобесные условия, то здесь ужасно. Ужасно. Ну, у многих ужасно, прямо скажем. Я даже не помню, у кого фронталка супер топово снимала в лифте. Может, напомните, из чего мы тестировали? Ничего. Более-менее что-то было, но хорошего не было. Дуал видео — это хорошо, особенно когда оно в стоке, да? Еще можно вот так снимать. Тоже дуал, тоже можно ставить на паузу, можно делать фотографии параллельно. И даже так снимать. Вообще по-всякому. Ну что, дичайший тест я снимаю на планшет в 1080p 60 fps, рассеянный свет, ничего ему не мешает. И здесь магия в том, что появился телесуфлер. Помните, как делали BBK с Vivo? Можно включать телесуфлеры, и ты можешь, смотря, получается, в камеру, читать его и использовать для текста. Понятно, что есть отдельные стоковые программы для этого, но в целом очень удобно, особенно для тех, кто ведет какие-нибудь репортажи. Если у тебя есть телесуфлер, то на подобной штуковине, понятно, что если она на основную камеру, допустим, я не совсем понимаю, как ты будешь его использовать, но если она на фронталку, то это вообще очень даже удобно, потому что если на основную камеру, там не важно, с чего ты читаешь, а на фронталке, получается, он здесь есть и на фронталке, и на основной камере, очень даже комфортненько. Неудобно, что 50-мегапиксельный режим находится где-то там, и опять нужно ползти в настройки для того, чтобы его включать, но, с другой стороны, чего хотеть от планшета? Если некоторые смартфоны так делают, да, со своими
200 мегапикселей. И еще немного съемки в 4К 60 FPS. Максимально все комфортно. Единственное, ветра очень много, то есть задувает. Но оно и хорошо. Почему? Потому что благодаря как раз ему можешь оценить, насколько хорошо работают шумодавы в микрофонах. Правильно? Встал, и если адекватно, плавненько что-то вести, то в целом картинка нормальная. Минусы: нет мини-джека, нет возможности расширить память, вставив карту памяти, нет, разумеется, вариантов с симкой, нет вибромоторчика, мало яркости экрана. Также цена на данный момент кусается, и нужно прям конкретно извращаться, чтобы получить адекватный ценник, а глобалки пока нет. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Всем, кто подпишется на этот YouTube с колоколом, огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, хотя бы для того, чтобы примерно представлять, сколько какие устройства стоили в течение года, допустим, или с момента выпуска. Вы вбиваете название в поиске и смотрите. Телеграм-канал взаимопомощи, там вы можете описать ваши требования к устройству, и другие пользователи вам посоветуют. В конце концов, среди концов, там 14 тысяч человек, из них 6 тысяч активных пользователей по статистике. Бесплатных помощников нигде столько не найти, мне кажется. И мой личный телеграм-канал, там мы общаемся по поводу всех девайсов. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Ну и выход мне бы хотелось записать стандартно на сам планшет. 4К 60 FPS, идеальное условие для съемки. Вы как раз можете любой ролик про любой смартфон открыть и посмотреть, насколько лучше смартфоны снимают, чтобы ни у кого не было иллюзий, что вот здесь 4К 60 FPS, такая большая блямба, отличная камера. Нет, все довольно скромно, как и должно быть у планшета. Чего я хотел и не получил от планшета, вы уже раз 10 за ролик слышали. Я ждал OLED. Я ждал возможности запихать симку, я ждал хотя бы мини-джека, потому что защиты от влаги здесь все равно нет. И еще много чего ждал. В итоге, что мы получили, то получили. Они в каком-то смысле топчутся на месте. Повторяюсь, если у вас есть Mi Pad 5, либо Mi Pad 5 Pro, вам нет смысла покупать этот планшет. Если говорить, как реализован здесь 8 Plus Gen 1, я бы сказал, что нехорошо пока. Могли бы они и лучше. Если говорить про игры, разумеется, когда ты берешь планшет, это не про экшен-игры, это максимум стратегии, просмотр фильмов. Для, допустим, шортсов довольно удобная штука. То есть вы, если будете использовать этот планшет, соотношение сторон здесь довольно комфортное. Я даже не знаю таких планшетов, чтобы были такие минимальные рамки. Если говорить о контенте, снимать на него контент, разумеется, неудобно, и если вы будете его использовать, то только в домашних целях. Грани, правда, руки не натирают. Когда играешь, он и правда горячий, слишком горячий. По экрану мне все понравилось. Оболочка MIUI на планшетах меня тоже радует. Плавность топ, и в целом железка своих денег стоит однозначно, даже по высокому ценнику, что вы сейчас видите. Но только при условии, что первое, у вас не было планшета, и второе, вы не планируете его продавать долгое время, потому что планшеты и ноутбуки продавать неразумно. Их слишком много акций. Мы вспоминаем все платформы, которые предлагали чертову тучу баллов кэшбэка, там 50%, 60%. И в основном это были как раз те устройства, которые очень плохо продаются. Рынок не врет. Ноутбуки и планшет. И конкуренция здесь космос. Напоминаю, что можно посмотреть на OnePlus. Разумеется, я всегда, если человек выбирает планшет, говорю, иди купи iPad. И не думай. Ну вот потому что в этом случае ты точно не проиграешь вообще ни в чем. Если ты хочешь чуть-чуть думать, окей, и у тебя прям очень много денег, но ты все равно не будешь его продавать, можешь идти покупать Samsung. Есть еще Lenovo, но они стоят космос в глобале, а в китайских версиях есть свои минусы, поэтому особо их советовать тоже не хочется. С другой стороны, за эти деньги у меня был леновский на 870-м Snapdragon планшет Yoga на 13 дюймов на ледовском экране. И вот из этого планшета и его, смешно, кстати, что я сейчас это вспомнил, я бы однозначно выбрал Lenovo. Потому что планшет это про экран. Давайте честно. То есть мы в него пялимся и смотрим. Вы смотрите, я пялюсь. И если говорить о экране, IPS это прошлый век. Что в телефонах, что в планшетах. Понятно, это дешево. Поэтому от меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, нравится ли вам такой подход. Я абсолютно прекрасно понимаю, что у вас может быть другое мнение, и это нормально.
Я поддерживаю, если вы со мной вступите в диалог, потому что по поводу планшета этого конкретно у меня много вопросов. И не надо мне писать, что вы где-то урвали его там за 28-29 тысяч на низком курсе, на низком старте с скидкой и попыткой украсть с какого-нибудь склада. Я уверен, что они, да, будут стоить адекватных денег. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, планшеты в принципе не продаются ни у кого, кроме яблок. Хорошо. И рынок переполнен, и эта штука на много-много лет. Поэтому, если вы выбираете себе планшет, подумайте 10 тысяч раз, пройдитесь по всем магазинам, потыкайте пальцем в экран, посмотрите яркость, посмотрите, насколько комфортно читать. Так как это довольно универсальное устройство, с одной стороны, с другой стороны, оно предназначено исключительно для домашнего использования, либо использования в офисе. Все эти штуки из разряда, вот как у меня на M1 планшетик от Яблока я монтирую там иногда, но это тоже такое себе. На Android устройстве я бы точно монтировать ничего бы не стал. У Яблока чуть-чуть по-другому все это устроено. Такие у меня мысли. Надеюсь, они вам были полезны. Девайсу, повторяюсь, от меня да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.